День 1618. Алекс на связи. Конечно, автоматизацию света можно сделать в любой комнате. Но, например, если ее делать в спальне, то это становится некоторой проблемой, потому что в спальне человек находится в разных состояниях. Он может и спать, может и просто сидеть, или лежать, или стоять даже, что нужно будет придумать, каким образом обрабатывать. У меня для управления светом используется много разных устройств. Используется проводной выключатель. Это трехкнопочный выключатель, работающий по протоколу Zigbee. Используется также несколько беспроводных выключателей, которые через систему умного дома соединяются с этим проводным выключателем. А сам выключатель проводной он управляет разными светильниками. Это люстра и два бра, которые находятся с разных сторон от кровати. Также у меня используется разная декоративная подсветка дополнительная, используются светильники. Тоже некоторые светильники используются с функцией рассвета, то есть они позволяют утром включиться и автоматически вместе с будильником или даже до будильника у меня так сделано. И, конечно, это позволяет гораздо проще просыпаться. Еще у меня используется несколько дополнительных пультов. Это тоже беспроводные выключатели, но они могут обрабатывать множество разных вариантов нажатия и запускать разные сценарии в том числе. И такие пульты тоже используются для управления включением нескольких светильников разных или запуск определенных режимов этих светильников, изменение яркости этих светильников. То есть тоже, в принципе, достаточно удобно. Конечно, можно сделать проще. Можно взять одну простую умную лампочку, один беспроводной выключатель, все это вкрутить и просто этим управлять. И даже, может быть, и выключатель будет поддерживать какую-нибудь функцию диммирования этой лампой. Такие решения тоже есть на рынке. Но, конечно, это будет очень неудобно, и нужно будет придумывать, как это вообще все интегрировать в одной комнате. Можно, конечно, еще использовать для управления светильниками разные датчики движения, датчики открытия, например, двери, или датчики присутствия, которые тоже могут отслеживать нахождение человека, и если человек даже не двигается, то если датчик присутствия стоит достаточно близко, то он тоже сможет определить, что человек есть в комнате. Ну или там использовать, например, какой-нибудь специальный сенсор, который можно там, не знаю, положить под матрас, и он будет определять, находится человек там на кровати, например, или сейчас он просто там, не знаю, сидит за столом или просто находится в этой комнате. Но, конечно, даже если человек находится на кровати, то это не значит, что он там спит и нужно выключить весь свет в комнате. И так, конечно, делают, пишут такие сценарии, где, например, если закрыта дверь и на улице, там, не знаю, темно, и человек находится на кровати, то автоматически выключается свет. Но на самом деле это, конечно, не очень удобно, потому что не факт, что именно так оно и будет соответствовать реальности. И, конечно, нужно будет тогда более сложный сценарий делать и другие параметры тоже учитывать. Как-то вообще для того, чтобы определять, находится ли человек на кровати, тоже я думал купить тензодатчики. Это датчики, определяющие вес. И установить их там под каждую ножку у кровати. И таким образом можно будет видеть, что человек находится на кровати. И там, не знаю, даже, в принципе, наверное, можно определять, с какой стороны кровати он находится. И на основании этого делать выводы о том, что человек спит, и, наверное, можно выключить свет. Вообще из прямых таких датчиков, которые точно могут показать, находится человек в
комнате спит или не спит, или что-то другое делает. Это есть возможность подключаться к фитнес-трекеру. Он, в принципе, может показывать разные состояния, но нужно, конечно, искать соответствующие там фитнес-трекеры или умные часы, которые будут передавать эти параметры и нормально интегрироваться с используемой системой умного дома. И тогда уже можно будет понять, что если человек, там, биоритм у него уже там соответствует, что он спит, то, конечно, тогда можно и будет выключить свет и там приглушить его сначала, для того, чтобы как-то дать понять, что он сейчас будет включаться. Но это, во-первых, нужно, конечно, тогда не снимать такие часы или фитнес-трекер. Ну и все-таки нужно найти решение, которое будет интегрироваться хорошо, но таких решений сейчас очень мало, и я бы сказал, даже практически нету. Я использую очень много разных способов определить, есть ли человек, но это все-таки по другим разным признакам. Это, например, если включена музыка, то, наверное, человек не спит. Если включен свет, то ну, понятно, что он тоже не спит, но, возможно, можно там тоже определять, например, у меня так определяется по яркости, я это использую для управления яркостью дэшборда, который находится в комнате, чтобы он очень сильно не светил, то у меня автоматически получается, когда я выключаю весь свет, то просто от состояния этих выключателей у меня по сценарию сразу обрабатывается и приглушается весь остальной свет в комнате и яркость этого дэшборда. Это такой способ определения намерений человека, то есть, чтобы было понятно, вот он собирается спать, поэтому он выключил свет, включил такой-то свет, не знаю, выключил музыку, и после этого система начинает определять, что сейчас человек готовится ко сну, и там через какое-то время просто выключить свет. Многие, например, тоже там, не знаю, включают телевизор и выключают свет, и, например, это тоже может быть каким-то признаком для системы умного дома о том, что, да, сейчас там человек пытается заснуть, и постепенно, либо по таймеру, либо каким-то другим образом система умного дома выключит и телевизор, и свет, и все остальное, понимая, что человек уснул. Но из глобальных еще, конечно, это можно использовать геолокацию и понимать, человек находится дома, не дома, в какой комнате, в какое время отслеживать. И в зависимости от этого уже там настраивать все параметры освещенности в комнате. Например, делаю так, что вечером, например, освещенность может только быть очень низкой и, в принципе, достаточно для того, чтобы, в принципе, видеть, но уже не получится там, не знаю, при этом свете читать. И это уже будет означать, что человек, наверное, собирается спать. Или, например, там, если человек ходит, включает свет, выключает, то можно, например, двигать таймер и делать так, что там еще дается 30 минут. Ну и одним из простых еще способов есть, это если там телефон установлен на док-станцию или включен к зарядке, то, скорее всего, человек уже не собирается им пользоваться или не пользуется. И, в принципе, тоже можно свет приглушать или даже выключать. Ну, при этом, конечно, использовать другие параметры, которые видит система умного дома.